Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Друзья, всем привет! Сегодня готовим с вами мега полезное блюдо – тушеную скумбрию с овощами. Я ее называю скумбрия в маринаде. Вы знаете, раньше я все время ела скумбрию только в копченом виде, но когда я ее попробовала тушеную, это вообще перекрыло все мои представления о вкусе рыбы, насколько она была вкусна. Поэтому давайте с вами ее приготовим. Нам понадобится одна морковь, у меня большая. Если у вас небольшая, возьмите 2 штучки. 2 луковицы, 3 скумбрии, 100 мл подсолнечного масла, половина столовой ложки соли, 2 лавровых листика, где-то чайная ложка кориандра, половина чайной ложки перца горошком и 3 перчинки душистого перца. Также нам понадобится чайная ложка томатной пасты. Итак, друзья, приступим. На дно кастрюли нальем подсолнечное масло. Все, дно у нас покрыто достаточно. Теперь отодвинем кастрюлю в сторонку и нарежем лук и морковь. Лук я буду резать перьями, потому что нам нужны крупные куски. Вот так. И сразу половинку лука мы выложим в кастрюльку. Немножечко кусочки разъединим. Морковь режем на 4 части. И нарезаем слайсами. Вот примерно такими кусочками, не обязательно там ровненько, как получается у вас. Потому что рыбка у нас будет тушиться. Так, морковь нарезали, и теперь выложим ее к луку на дно кастрюли. Сюда же положим 1 лавровый листик, несколько перчинок черного перца, душистый перец и немножко кориандра. Скумбрию нарежем кусками. Куски крупные, такие где-то по 2 сантиметра. Вот где-то у нас скумбрия режется на 5 кусочков. И теперь скумбрию укладываем в кастрюльку к луку и моркови. Теперь опять режем лук. Вот, уже порезала немножко по-другому, но тут разницы нет. Нам главное, чтобы все это перемешивалось с луком и морковью. Опять морковь порежем. Тоже на 4 части. Потом слайсами. Посыпем на рыбку. И так далее. Слой скумбрии, слой овощей. Теперь, друзья, все, что у нас осталось в пиалке, перец, лавровый лист, соль,
душистый перец и кориандр опять всыпем в кастрюлю, только уже сверху. Равномерно распределим. В емкости с водой я взяла 400 мл. Размешаем 1 чайную ложку томатной пасты. Хорошенько все размешали, и теперь этим раствором зальем скумбрию. Друзья, посмотрите, вода у нас занимает половину объема скумбрии. Вот этого будет достаточно. Друзья, кастрюлю поставила на плиту на небольшой огонь. Маринад в кастрюле закипел. Теперь я закрываю кастрюлю крышкой и будем тушить рыбу полчаса. Друзья, хочу вам показать, как тушится рыба. Вот видите, как поднялась вода. Ее было до половины объема скумбрии. Сейчас же вода поднялась, можно сказать, вровень, потому что выделился сок из моркови, из лука, из скумбрии. И вот такой у нас процесс тушения. Осталось нам ровно половина времени тушения. Закрываю опять крышкой и тушим скумбрию при приоткрытой крышке. Итак, прошло полчаса. Сейчас посмотрим нашу рыбку. На готовность. Вот, смотрите, друзья, полностью беленькое мяско. Сейчас еще до косточки дойду. Вот видите? Рыба полностью готова. Сейчас я выложу ее на тарелочку с картошкой. Просто выложим картошку, рыбу, польем соусом и выложим овощи. Друзья, попробовала эту мега полезную рыбку. Очень нежно и очень вкусно. Это блюдо подойдет всем, так как скумбрия тушилась. А тушеные продукты, как известно, подходят даже тем, кто соблюдает диету. Данное блюдо можно приготовить и без томатной пасты, если вы ее не употребляете. Но попробовать приготовить однозначно советую. Вам понравится. Вы полюбите тушеную скумбрию с овощами. Всем пока и до скорой встречи. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!